Сегодня читаем из арены Игнатия приношения современного монашества. Он говорит о трезвости или о трезвении, бдительности. Для того, чтобы рассматривать, для чего мы здесь всегда. Всегда сохранить в понимании, почему мы существуем. Мы часто забываем, потому что нас быстро отвлекает, кто мы и как мы как люди. И мы падаем в пути мира, в состояние грехопадения. Господь Бог быстро изгоняется из нашего рассудка, и спасение уходит. Насколько коротка жизнь. Так не кажется, когда ты молод. Я вспоминаю, когда я был ребенком в школе, от сентября до июня никогда время не заканчивается. И мне казалось, что тот же самый год, и он продолжался вечность. И после этого сейчас все, что мы делаем, так кажется, что год проходит, и такое впечатление, что Пасху мы празднуем каждую неделю. Мне казалось, раньше мы ждем целую вечность. И как только мы заканчиваем, сейчас мы начинаем вновь. Жизнь, она не очень быстро текущая, когда ты молодой. Бенджамин Франклин сказал, самое короткое время в жизни человека это между 80 годами и первым днем рождения. А с 1 до 80 длинный период времени. С 80 до 1 года это самый короткий промежуток времени. Когда ты доходишь до конца, ты задаешь себе вопрос, как я дошел так быстро, что с этим произошло. Вначале у меня была жизнь передо мной вся, и я поменяюсь позже. И мне нужно сейчас жить. И заканчивается она быстро. И Отцы нас предупреждают, и Господь Бог предупреждает, что бдительность, осознание цели нашей жизни, это важно. Господь Бог говорит следующее. Из Евангелия Святого Марка. Бдите, молитесь, чтобы ты не впал в искушение. Если Господь Бог говорит нам об этом, мы должны быть бдительными, мы должны быть осторожными, мы должны молиться. В противном случае мы будем завоеваны лукавым. Вспоминая историю мудрых и этих самых и небдительных дев, глупых. Во времена иудейские был праздник, свадебные праздники. Они собирались в тех местах, где будет происходить праздник, и ожидали прибытия жениха и невесты для того, чтобы войти в праздник. Им предписывалось приносить лампады вожженые, чтобы они могли видеть прибытие. Глупые женщины не принесли с собой масло, принесли только лампады. Они думали о вечеринке, они не думали, что вдруг придется задержаться. Мудрые жены принесли дополнительное масло на всякий случай. Мы обычно глупые. Мы просто думаем о хорошем времени. Мы думаем сейчас и не защищаем себя, не думаем о позже. И мы падаем. Мы попадаем в ту ситуацию, что мы не приготовлены. Мы встаем утром, мы ленивые, уставшие. Я позже молитву скажу, еще немного отдохну.
День проходит, и молитвы не сказаны. Нас захватывают другие вещи. Мудрые монашествующие встают, уставшие, совершают свои молитвы и потом немного отдыхают. Не просто я сначала отдохну, потом помолюсь. Некоторые из вас, может, помнят, когда вы ходили в школу, и вы решали, что я лягу рано спать, чтобы я утром встал пораньше и позанимался. Сегодня заниматься не буду, утром я буду свежий. Я встану и позанимаюсь. Обычно просыпаешься 2 минуты до выхода, и ты не сделал уроки, целый день ты как катастрофа. Ты сначала думал о комфорте, нежели о своих обязанностях. Многие годы назад, в 93-й, в соборе, был русский человек, который родился в Сербии. Его звали Игорь. Он был и подьяконом в соборе очень верный человек. Он был раньше всех, пока все приходили в церковь. И он был последний по воскресеньям уходящим. Убирался, ремонтировал, служа. Он всегда исполнял свои обязанности. Он работал на компанию страховую Метрополитен. Мы совершали крещение в церкви преподобного Сергия в Нижнем пределе. Игорь спустился в соборе со 2-го этажа на 1-й. Он выходил из дверей. Он увидел нас, что мы все еще находились в церкви. Он спустился и спросил: отец, у вас богослужение? Я сказал: мы собираемся совершать крещение. Он остался. Он остался на крещение. Когда закончился, он меня благодарил за то, что мне позволили остаться на крещении. Вернулся наверх. И позже жил испаноговорящий человек в соборе. Мне кажется, что он был из Чили. Он спустился и попросил, чтобы сходили за Игорем. А он, для Игоря магазин сказал, что ему нужно? Ему нужен обед. А я же сказал, уже 4 часа. Он собирался пойти на обед. Когда он остался на крещении, он пропустил свой обед, ему нужно было вернуться. Я отправил одного из людей, чтобы ему купили что-то к обеду. И мы уходили вечером, он сказал: увидимся завтра. Попрощались. Было воскресенье. Я не помню, какой из праздников был на следующий день. Он пошел, спустился с горы, пошел на станцию метро Лексингтон. Навел порядок в соборе, приготовил к следующему дню. А когда он переходил улицу, его сбил грузовик. Я подумал, когда я услышал об этом, я был шокирован. После этого я подумал, но этот человек все откладывал ради молитвы. Он откладывал свою пищу в сторону. Он откладывал то, что он свой поход домой, он находился допоздна в церкви. И он знал, что он делал. Мы о нем ничего не знаем, знаем только, что он озаботился о своей маме, так и не вступил в брак. И я знал, что он работал на какую-то страховую компанию. В эту неделю мы совершили его похороны. Собор был набит людьми. И в основном основная часть из этих людей были не православными. Те люди, которые посещали собор, там не были, но люди, незнакомцы, наполнили церковь. И как оказалось, что каждый, на кого бы он ни работал, и с кем бы он ни работал, они видели его как потрясающего, видели в нем потрясающего человека. И они
И они как бы ушли с работы, чтобы прийти на его похороны. И они сказали, что насколько доброта всех их тронула. И они все знали, что над всем он любил свою церковь. И они из уважения все захотели прийти. Смиренный, тихий человек, который любил Бога над всем, который всегда был бдительным. Это был человек, который знал, который не чувствовал себя достоинства становиться монашествующим. Он говорит, что я могу сделать в монастыре, когда я старый? Ему было за 70, когда его сбила машина. Посмотрите на нас. Мы не бдительны. Мы не понимаем, что те вещи, которые мы откладываем на позже, никогда не происходят. Мы редко говорим, я посплю попозже. Я помолюсь сейчас и есть буду попозже. Я послужу ближнему, а не послужу себе. Я могу обойтись без того, что другие без чего не могут обойтись. Вместо того, чтобы я позабочусь сначала о себе. Я устал. Сильно много богослужений, сильно холодно, сильно жарко. Мы не бдительны. И мы забываем, почему мы здесь. Мы должны осознать это. И мы не только не должны позволять приходить вещи в некоторые наши память. Мы должны постоянно себе об этом напоминать. Осознательно напоминать. Когда у меня было немного братьев в монастыре, я жил, может быть, даже в основном сам по себе. Я всегда писал себе пометки, которые я наклеивал на дверь, для того, чтобы мне напоминали о некоторых вещах. Люди приходили на исповедь, и монахи заходили, и все читали, я их снял. And they would tell me the book that was on the bottom shelf of my bookcase that you had to move things to find it, because they would check everything out when they come in my room. И монахи заходили, спрашивали, могу эту книгу прочитать? Я говорю, какую книгу? А которая вот в записке написана, она находится на той-то полке там. Nosy people. So I stopped putting up notes. Люди любопытные, я перестал выставлять эти пометки. But my memory has always been very bad about certain things. А у меня память всегда была к определенным вещам очень плохой. And so I would write я всегда писал себе напоминания, как быть в курсе некоторых вещей в течение дня. У меня был большой список на моей двери. Я всегда писал о тебе, Господи, а не обо мне. Потому что когда я вставал, первое, о чем я думал, это о себе. Я всегда напоминал себе, что не обо мне, а о Господе и о моих взаимоотношениях с Ним. Я думаю, что нам нужно всем это написать на внутренних веках. Не обо мне, глаз. Если мы будем иметь это постоянное осознание, и быть в курсе этого, мы будем более открыты для служения другим. Мы будем более открыты для любви к Богу. У нас написано внутри наших век, это обо мне. Как насчет меня? Я не чувствую так, я не хочу этого делать, я чувствую вот так. Поэтому самое начало дня это всегда. И мы начинаем, делаем такое плохое начало, и весь день это беспорядок. Потому что мы думаем только о себе. Мы должны стать трезвыми. Мы должны быть бдительными.
У нас был монах с тех, он уже представился. And when we'd have the readings about the line that goes about, you know, like the seeking to devour. Seeking to devour, what is this? Prowling about and seeking to desire, like a roaring lion. I'm sorry. I asked Father. Sorry, guys, You know when the scripture tells us about that the devil goes about like a roaring lion seeking to devour. Пожирающий, я понял. I wanted to know, is it a gospel or a sin? Yeah. And so the whole idea is that идея состоит в том, что when we used to hear that, когда мы это слышали о всепоедании дьявола, он говорил так: лев рыкающий, который готов поглотить себя, это я, мы уничтожаем себя. Нам не нужно беспокоиться о тем, кто наружу, нам нужно беспокоиться о том, кто внутри. And so I think that what happens is that we get so numbed. И мы настолько онемели. And we begin to become resentful. И мы становимся такими сопротивляющимися внутри. Why do I always have to pray? Почему я должен всегда молиться? Why do I always have to worry? Почему я должен всегда беспокоиться об этом? Why should I serve and give? What about me? Почему я должен всегда служить? Как насчет меня? We don't say that, but we think that. Мы не говорим об этом. And it's because потому что the person we love is ourselves. Человек, которого мы любим, это мы. It is not God that we love. Не Господь, которого мы любим. And therefore, when we have to give to someone we don't love, и когда мы должны кому-то отдавать что-то, кому мы не любим, мы этому возмущены. I like to give to the one I love. Я хочу отдавать тем, кого я люблю. I like to sacrifice for the one I love because I want to please him. Мне нравится жертвовать для того, кого я люблю. То, что я люблю его. The one I love is me. А тот, кого я люблю, это я. The one I want to please is me. Тот, кому я хочу угождать, это я. And so if I have to please God, если мне нужно угождать Богу, that's taking it away from me. Это забирает это от меня. If I have to serve you, если я должен послужить тебе, I'm not getting it. Я это не получаю. That's what's wrong with us. Это что не так с нами. We haven't yet fallen in love with the Lord. Мы еще пока не влюблены в Бога. He's still a concept. Он для нас еще концепция. Он для нас еще теория. But we have to learn that he's Мы должны научиться тому, что он больше, чем это. That he's real, he's a person. Что он настоящий, что он личность. And that by focusing on ourselves, we и only ориентируясь на себя, мы только уничтожаем себя. So we have to struggle with that. Мы должны побороться с этим. We had a woman in New York City. Была женщина в городе Нью-Йорке. Who lives in our neighborhood? She's no longer alive, but she lived in our neighborhood. Она не жива сейчас, и она жила в нашем very районе. Small lady. Очень маленькая женщина. Probably, well, I don't know. But anyway, she was very short, and she used to wear very high shoes. Очень невысокая, но на высоких каблуках ходила. She was deadly thin. Она была даже до мертвости худой. She looked like a cadaver with paint on her instead of skin. She just looked like us bones, and then она выглядела как бы вот такой как бы скелет. And she wore enormous amounts of makeup. И она носила громадное количество косметики на себе. Black dyed hair. Черно покрашенные волосы. And always very extreme fashions, like. И очень такие как бы совершенно экстремальные фасоны. And when you see her walking down the street from behind, когда на нее посмотреть со спины, если она шла по улице, she looked somewhat attractive. Она выглядела некоторым образом даже привлекательно. When she turned around, когда она поворачивалась к тебе, you needed to be resuscitated. You got in such shock. Тебя нужно было как бы спасать от такого шока. It was just horrible. Это было ужасно. And the poor thing had died years before and didn't know it. Бедная женщина умерла годы до того, пока она узнала об этом. И все еще носила мертвое тело вокруг. Многие из нас уже внутри тоже умерли. Духовно. Это просто время осталось до того, когда внешне это покажет, что внутри умерло. Когда ты вкладываешь то, что наружу, it's a bad investment. Это плохая инвестиция. It always is going to die. Это всегда умрет. You have to invest on the inside. Надо вкладывать внутрь. And then the outside will take care of itself. И тогда внешне о себе позаботится. You don't abuse your body. Не нужно злоупотреблять своим телом. But you don't pamper it. Но и не нужно его чересчур нежить. Because no matter what you do to the body, и неважно, что ты делаешь с этим телом, it will die. Оно умрет.
There's no way you can prevent it from dying. Невозможно предотвратить смерть. But the soul will last forever. Но душа будет всегда. And so obviously you invest in what lasts. И совершенно очевидно, нужно вкладывать в то, что продолжается. But the body is the vehicle of carrying the soul while you're on this earth. Но тело – это тот транспортное средство, которое несет душу через эту жизнь. But the majority of the energy should be given to the soul. Но основная часть энергии должна отдаваться душе. So be watchful. Будьте бдительны. Don't be foolish. Не будьте глупыми. It all ends so quickly. Потому что это все заканчивается очень Make быстро. sure at the end Убедитесь в том, что к концу you are the one who has the lamp with extra oil. вы именно тот, который будет лампаду иметь с дополнительным маслом, Not the lamp that went out. а не ту лампу, которая погасла. Потому что вы были такими занятыми думать о том, что поесть и где поспать.